Всем йоу, с вами Леха, и я в Аргентине. Я где? Я в Аргентине. Я в Аргентине. Вау, просто вау. Смотрите, какая здесь красота просто. Вау. Так, стопарик. Какая еще Аргентина? Это видео из нового выпуска. А сейчас я расскажу вам о том, как я вообще здесь оказался. Да, я решил уйти из универа в Португалии, и по пути, когда мы сюда летели, у нас была пересадка в Бразилии. Просто идеально. Короче, собираем вещи, завтра нам выезжать, летим в Аргентину. Через 13 часов нам надо быть уже в аэропорту, здесь в Лиссабоне, поэтому сейчас быстро собираем вещи, рано ложимся спать и... Пока мне не верится, что мы куда-то летим на самом деле, вот. И так всегда нужно, чтобы прошло пару дней, чтобы стало понятно, что что-то изменилось в твоей жизни. И немного грустно, что хозяева уже такие, типа, о, вот твои тапки, не забудь, вот они на лестнице. Мне казалось, я правлюсь. Вот, они такие, да, все, мне кажется, уже сами чуть-чуть ждут, потому что мы их что-то капец заебали. Всем добрейшего утречка, время 5:30. Время прощаться с этой прекрасной кухней, с этой квартирой, с этими хозяевами, которые спят, и с этой учебой, с этим универом, с Португалией. Потому что, Геля, почему? Я, к сожалению, принял для себя, что я не европеец. Нет, у меня еще теплится немного мысля, что, возможно, в какой-нибудь Северной Европе мне будет более комфортно, но вот Южная Европа, Испания, Португалия, я понял, это точно не мое. Мне там некомфортно, мне там абсолютно неприятен климат, что там постоянная жара, супер большая влажность, ну, я говорю за Лиссабон в Португалии. Сижу с утра пораньше и стараюсь заказать такси. Вот заказываю с 2 телефонов. В первом в Болте ничего нет, зато есть скидка. Кое-как удалось заказать в Uber. Ждать 15 минут, правда, он вообще где-то за 3-9 земель от нас. Прекрасный, конечно, дом. Я действительно еще не уехал, но уже скучаю. Прекрасные люди, прекрасные хозяева. И немного грустно на душе сейчас вот чувствовать то, что все, возможно, ты больше с ними никогда не увидишься в жизни. Учеба. Я подавался, в общем-то, на шару, это не был мой предел мечтаний какой-то. Я думал, что, может быть, это прикольная возможность эмигрировать благодаря учебе, в то же время получить какие-то интересные знания в области, которая интересна. Но за эти 2 месяца я понял, что это не совсем то, чем бы я хотел заниматься в долгосрочную, что мне супер-мега дико интересно. Нет. Cognitive Science, все эти штуки в мозге, конечно, прикольные, но я понял, что мне интересно оставаться с ними на уровне подкастов на Ютубе и лекций тоже на Ютубе, но без экзаменов. Airport, yes, Terminal 1. Че, Геля, мы сегодня вечером будем в Рио. Как у тебя ощущения? Я пиздецки волнуюсь, я просто уже... Я не хочу пить, но я представляю, как я буду глушить винище только для того, чтобы чуть меньше бояться, потому что, я не знаю, если бы это не был такой долгий перелет, типа 2-4 часа ок, но 10 я очень боюсь. Это самый долгий перелет в моей жизни. А в Америку ты сколько летела? 7. Из Осло до Нью-Йорка 7 часов было, через Атлантику, и вообще не трясло. Пожалуйста, люди везут троянского коня. Excuse me, there's the small Геля. wine and everything. To drink small wine. Сейчас Геля хочет найти маленькие бутылки вина, чтобы не так тревожно было во время полета. Я на самом деле впервые так куда-то бежала, торопилась и просила пропустить людей вперед меня, потому что, честно говоря, я думала, что может случиться такое, что самолет улетит без нас. Я уже себя распереживала. Да, конечно, можно было бы постараться себя заставить и все такое. И в этом действительно есть смысл, этим стоит заниматься. Но этим стоит, на мой взгляд, заниматься, когда есть перспектива дальнейшего развития событий.
допустим, через 2 года мне дали бы, 2 года учебы я бы потерпел, отучился, и мне дали бы в конце не просто диплом, а диплом и, допустим, приглашение на какую-нибудь работу. Но опять же, средние зарплаты в Португалии очень низкие. По официальным данным они такие же, как в России примерно. Понятно, что официальные данные в России и в Европе, скорее всего, это разные уровни достоверности, официальные данные. Но тем не менее, даже если сравнивать какую-то Северную Европу, Нидерланды, Германию там, с Португалией, это небо и земля. Сложно это описать, но, в общем, они другие. Европейцы, они другие. И я понял, что, скорее всего, я не европеец. Скорее всего, мне не очень близка их менталитет. Я не могу сказать, что мне супер-мега близок русский менталитет, но у меня есть такое ощущение, что в мире есть намного больше менталитетов, чем только российский и европейский. Не говорю за всю Европу, говорю за Португалию. Мне кажется, что есть больше менталитетов, чем российский и португальский. И несмотря на то, что там прекрасные люди, там классная природа, это все еще самое красивое место природное, которое я видел в жизни своей. Это Азорские острова, это мыс Рока, это Кашкайш, там на север от него. Несмотря на все это, я не чувствую себя там своим. Я в Португалии не свой. Смогу ли я быть где-то своим еще, кроме России? Не знаю. Но если я не буду пробовать, то точно не смогу. Поэтому я хорошенько подумал, взвесил все за и против. И мы купили билет с Гелей в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Прилетели сюда, здесь безвизовый въезд для россиян на 90 дней. И затем посмотрим. Короче, мы идем в самый-самый конец. Самолет полный, лететь 10,5 часов. И это, конечно, трэш. Еще и маски, блядь. И что вы думаете? Во всем самолете только этот ряд без окна. Во всем самолете вообще вот здесь везде есть иллюминаторы. И только на моем ряду его нет. Что смотрит Геля в полете? Геля в полете смотрит ТикТок. Отлично. Boeing 787 Dreamliner известен тем, что его крыло, так называемое мягкое крыло, то есть оно должно качаться достаточно сильно по сравнению с жесткокрылыми самолетами. Ну, смотрите, какое оно здоровое, просто вау. Так, а сейчас мы наберем высоту и обязательно, пока еще никто не сходил, сходим в туалет. Как видите, места полно. У меня хорошее впечатление от туалета здесь в Boeing 787-900. Пожалуйста, зеркало здесь, зеркало там. И какая красивая, вау, подсветка. Момент, которого Геля ждет больше всего. Даже драник есть. Да, здесь нас накормили драниками. Узнали, месяц назад узнали, что Ангелина летит. И приготовили всем драники, всех накормили драниками. И драники, знаешь, что в Макдональдсе продают, как это называется? Хэш-браун. Во. Хэш-браун. Омлет, кусок хлеба, малюсенький просто. И какие-то фрукты. Сижу, жду уже 10 минут, чтобы хоть кто-то подсоединился сыграть со мной в шахматы. Никто вообще. Но если бы этих телевизоров не было, и не было бы выбора такого фильмов, музыки, книг, я бы сидела и не знала, чем себя занять все это время. А так время пролетело, я посмотрела всего лишь один фильм. Один фильм. Shoot me right,
I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a like as yours only want to make me fly. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Я подумал, что стоило бы поехать посмотреть какие-то другие места. В мире много прекрасных мест, может быть, где-то действительно менталитет будет другим и совпадать с моими мироощущениями, с тем, что мне будет более близко, не знаю. По крайней мере, жить в Португалии постоянно, вот даже представим, что завтра мне дали бы паспорт Португалии, наверное, я бы не хотел там жить постоянно. Да ладно! Понятно, что это гипотетическая ситуация, если мне завтра паспорт так протянут, португальский, я скажу: о, конечно, я буду там жить, Португалия моя любовь. Но климат, на мой взгляд, совсем неприятный. Такая жара — это на любителя сильного. Я вот вообще не любитель жары. Аргентина меня подкупает тем, что даже сейчас здесь лето, и в принципе на улице плюс 33, но здесь низкая влажность. И если вещи в Португалии совсем никак вообще никогда не сохли, бумага дома, которая лежала, просто бумага на столе, она намокала, то здесь ты вешаешь вещи дома, и они сохнут достаточно быстро. И это вы не представляете просто какой плюс, когда дома нормальная влажность. На улице тоже нормальная влажность. Климат по суше будет. Ну, здесь нет воды рядом. На карте, конечно, нарисована рядом Атлантика, но на самом деле это совсем не то. Это не такой океан прекрасный, как в Португалии. Конечно, есть огромная разница. Зима. Здесь не снежная зима, но здесь зимой плюс 15, плюс 10, плюс 15. Где-то есть снег. Если поехать на юг, Аргентина огромная. Аргентина офигеть какая вытянутая с севера практически с экватора на юг, почти до Антарктиды. Там разделяет пролив Дрейка, по-моему, Антарктиду и Аргентину. И, конечно, здесь даже сейчас летом в какой-нибудь Ушуае, на самом юге, там плюс 5, плюс 8. Вот, зимой там холодно. Здесь в Буэнос-Айресе тоже зимой будет прохладно. И здесь опадает листва, должна быть полноценная весна, осень. В общем, здесь 4 времени года, несмотря на то, что нет снега зимой. А в Португалии я бы не сказал, что 4 времени года. Там есть жара, 9 месяцев, может быть 10 даже. Пару недель переходного сезона и вот оставшиеся 1,5 месяца холода. Ну, такого, как холода. Днем там плюс 25, а ночью плюс 10. Благодаря тому, что отопления нет, все охлаждается, дома охлаждаются, и дома достаточно холодно, когда ты не двигаешься. Но днем солнышко светит, ты выходишь, и тебе опять жарко. Даже зимой. Короче, климат для меня реально важная тема. Мы решили полететь в Аргентину, а по пути у нас была пересадка в Бразилии. Ну что, прилетели в Бразилию, город Сан-Паулу, жара здесь дикая, кондиционера в этом, как это называется, в рукаве в этом нет кондиционера, жарит плюс 30, душно, точнее он есть, но он не работает, потому что, а нахер вам нужен холод? Короче, нас обрадовали тем, что нужно декларировать деньги, причем даже не в небольших количествах. Из-за того, что мы ввозим бабуленции, надо сейчас сидеть и декларировать это. Геля, какая столица Бразилии? Бразилия. А это где? Бразилия. Фу, ну и перелет. Самый долгий перелет был первый раз в моей жизни, настолько долгий. 10 часов почти мы летели. И пока на самом деле нет понимания, что мы на другом конце мира. Я помню, мне есть чем сравнить, например, с Таиландом. В Таиланде, когда ты только выходишь из аэропорта, тебя обдает этим всем туманом, влажностью воздуха, дышать нечем, плюс жара. Здесь же сейчас достаточно жарко, плюс 30, но
влажность чувствуется нормальная. Короче, на контроле, когда мы въезжали, у нас отняли помидоры. Что еще отняли? И бананы. И Мы съели их. И он хотел еще отнять хлеб, но мы говорим, пожалуйста, хлеб оставь, потому что нарезки, сыр, ветчина его устроили, потому что они были закрыты. Нам хватило ума их не открыть. А я говорю, а что нам, а без хлеба-то как есть? Он говорит, ладно, я этого не видел, но типа вот помидоры мы несколько выкинули, но парочку я решил оставить, чисто для кайфу. А то что без овощей-то есть, да? Вот купил такой кофеек. И вот этот кофеек макиато стоил в евро 1,11, где-то 75-80 рублей в Макдональдсе в аэропорту. Тук-тук. Поели мы, значит, здесь был хамончик, здесь был сырок такой вот Гелен любимый. Ну чё, Геля, куда ты летишь? В Рио-де-Жанейро.